Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и самое время узнать, на каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году и какие события будут происходить в 2025 году в жизни каждого из нас. В этом видео мы будем разбирать прогноз для восходящих стрельцов. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! И прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог. Положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, полностью соответствует положению планет на небе, если вы возьмете телескоп и посмотрите в него. Разбор гороскопа у нас делается для восходящих знаков, потому что именно так мы устанавливаем факт того либо иного события в вашей жизни. То есть смотрим прогноз не для солнечных знаков, не для лунных знаков, а именно для восходящих знаков, если вы хотите получить максимально точный и правдоподобный результат и прогноз для себя. На канале у меня уже есть инструкция, как построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, либо асцендент, как мы его называем другими словами. Ссылка на это видео с инструкцией размещена в описании под этим видео. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, постройте свои гороскопы и узнайте свой истинный восходящий знак, чтобы прогноз у вас сбывался. И, соответственно, прогноз на год в этом видео я буду делать по технике транзитов планет. За счет того, что планеты на небе у нас постоянно двигаются, постоянно перемещаются в новые знаки зодиака, соответственно, в новые сектора вашего гороскопа, по этому движению мы можем делать определенные выводы и устанавливать факт событий в вашей жизни. План видео у нас с вами следующий. Сначала мы рассмотрим транзиты наших самых больших и влиятельных планет Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И вот как раз-таки все они именно в 2025 году практически одновременно меняют свои знаки зодиака, переходят в новые сектора вашего гороскопа, и однозначно ваша жизнь примет новый вектор движения. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда у нас будут ретроградными, что же от них стоит ожидать и какие уроки они хотят вам преподать. Затем мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это такие у нас специфические периоды, когда надо быть максимально аккуратными и желательно сидеть тихо. И напоследок мы сделаем обзор с датами именно по ключевым сферам жизни: карьера, финансы, личная жизнь, здоровье. И посмотрим более мелкие периоды, когда стоит и соломки подстелить и быть максимально аккуратными, а когда же стоит по максимуму проявить себя, напрячься, чтобы получить самые благоприятные и наилучшие результаты года. Ну что, давайте приступим к разбору. Соответственно, восходящие стрельцы. И у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением медленных планет и их аспекты. И сейчас мы по порядку будем с вами их расшифровывать. Начнем мы с вами с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн находится у вас в третьем доме гороскопа. Поэтому какие-то трактовки у вас уже могли проиграться, какие-то трактовки проиграются еще в первом квартале 2025 года. И в первую очередь эта сфера про взаимодействие и контакт с другими людьми, с внешним миром, с группой друзей и единомышленников. Сатурн сам по себе настроен на долгосрочное, качественное, взаимовыгодное сотрудничество и общение. Поэтому он будет наводить порядок в этой сфере и, возможно, даже сокращать количество общения и коммуникации в вашей жизни. Только по существу, только по делу, ничего лишнего. То есть это не про шумные компании и разговоры обо всем и ни о чем. Да? Вам все-таки придется пересмотреть свое окружение, посмотреть, кто с вами рядом, почему, зачем. То есть качество становится важнее количества. И на протяжении вот этого влияния транзита
вы можете контактировать только с ограниченным числом людей, с которыми вас связывают либо какая-то необходимость, либо долг, либо какие-то рабочие отношения, например. Поэтому вот веселых посиделок в кафе, каких-то там беззаботных вечеринок в вашей жизни может в этот период быть немножко меньше. И это отличный период, чтобы сделать в том числе генеральную уборку в своем окружении. То есть старые связи, какие-то неактуальные люди, бесперспективные контакты, все это надо убрать. Не бойтесь отпускать, ведь на место старого всегда приходит что-то новое, то есть более новые люди, более надежные люди. И также не исключено, что будут возвращаться даже люди из прошлого, с которыми вы, например, там 10, а то и 20 лет не общались, а тут бац, они снова объявились, и, возможно, даже за какой-то помощью, возможно, просто чтобы вспомнить какие-то былые времена. И аналогично в отношении с вашими братьями и сестрами тоже может наблюдаться либо какой-то застой, и вы общаетесь меньше и только по делу, но и в их жизни тоже могут присутствовать, может быть, даже какие-то непростые обстоятельства, которые также потребуют вашей помощи и участия. Кто-то из вас может изучать новое хобби, проходить какое-то обучение, повышать свою квалификацию, приобретать новые навыки. То есть каким-то образом вы можете даже оттачивать свой профессиональный навык. Однако Сатурн может давать какие-то трудности в учебном процессе. Либо материал усваивается не с первого раза, либо вам надо сделать, скажем так, несколько подходов, для того, чтобы что-то изучить, или чтобы эта информация более качественно запомнилась и улеглась у вас в голове по полочкам. Кто-то из вас даже может написать свое методическое пособие, либо какое-то научное издание, потому что все-таки третий дом у нас связан именно с письменными работами. Но за счет того, что все-таки свое влияние оказывает Сатурн, процесс написания этих работ может двигаться достаточно медленно. И однозначно все-таки изложенный материал должен быть четким, кратким, по делу, без воды. И в целом этот транзит тоже хорош для проявления себя в каком-то ручном труде. И например, кто-то из вас может либо изготавливать какие-то вещи, предметы своими руками, например, мастерить, шить и так далее. Причем это будет даже не просто на потоке, а это будет кропотливая ручная работа, ваша авторская. Кто-то в этот период может оформлять, например, разного рода документы. Визы, договора о сотрудничестве, договора купли-продажи, регистрации чего-то и так далее. Но опять же, надо все-таки быть морально готовыми к тому, что эти процессы, они могут быть либо каким-то образом затянуты, или будут возникать какие-то препятствия, которые мешают быстро достигнуть нужного результата. Как управитель второго дома, Сатурн все-таки может указывать, что с одной стороны деньги вам достаются с большим трудом, а именно сколько вы заработали, столько вы и получите по итогу. То есть финансовая компенсация в этот период, по сути, идет пропорционально вашему труду и вашим трудозатратам. Но, с другой стороны, Сатурн все-таки указывает, что результаты своего творчества, хобби, писательства, консультирования вы также можете монетизировать и получать за это, скажем так, дополнительную прибыль. Также вам необходимо избавиться от хлама вокруг себя и, например, распродать какие-то ненужные вещи, либо отдать их на благотворительность, навести порядок в своем распорядке дня, в целом в своей жизни, в своих контактах, в своих делах. И также Сатурн у нас аспектирует 5-й дом гороскопа. Это сфера обучения, творчества. И также это сфера посещения каких-то выставок, мероприятий, увеселительных заведений. И можно сказать так, что вы меньше времени будете уделять именно пустому времяпровождению, кафе, рестораны и иного вида мероприятия будете вы посещать, скажем так, только по необходимости, когда есть для этого веский повод или когда эти мероприятия несут для вас какую-то фундаментальную пользу.
И также пятый дом — это сфера детей, каких-то своих проектов, которые становятся вашим детищем. Поэтому кто-то из вас узнает, что, например, забеременел, кто-то узнает, что станет бабушкой и дедушкой, кто-то будет работать над собственным проектом и вот развивать свое хобби как свое детище. И также Сатурн аспектирует у вас дополнительно 9-й дом гороскопа. А значит, кто-то из вас может решать юридические вопросы с органами власти, оформлять какие-то документы, опять же, оформлять визы, решать иного рода вопросы, если они потребуются. В вашем окружении могут появиться какие-то вот серьезные, влиятельные люди, учитель, наставник, когда вы будете проходить какое-то обучение, и вот с этим учителем вы точно не забалуете, то есть он проверит все ваши знания от корки до корки. И в этот период будет актуальна в том числе тема отца. Могут возникнуть какие-то проблемы с его здоровьем, либо по другим вопросам понадобится ваша помощь. И 9-й дом — это также тема начальства, руководителей, и вы можете стать немножко более отстраненными, замкнутыми, поэтому у вас могут быть натянутые отношения либо с руководством, либо вы будете общаться с ними, вот с представителями руководства вашего только по рабочим вопросам, только по существу и не более. И аспект Сатурна на 9-12 дома гороскопа — это в том числе про поездки в другие города, в другие страны с целью отдыха или по рабочим вопросам, или по каким-то даже бытовым вопросам. Кто-то может устанавливать контакт по сотрудничеству с какими-то даже международными организациями, либо иметь взаимодействие с иностранцами, но помните, что вот этот процесс, он все-таки может быть немного затянут, и все договоренности надо перепроверять качественно. А затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн будет находиться в вашем 4-м доме гороскопа. Прежде всего, это сфера вашего дома и вашей семьи. Возможно, вам придется решать какие-то нелегкие и не совсем благоприятные вопросы, связанные с моральными и материальными обязательствами перед своими близкими. Кому-то придется выставлять жесткие границы, организовывать вот правила, распорядок внутри семьи из серии, да, кто и какие обязательства должен выполнять, кто там, например, ухаживает за домом, поддерживает порядок дома и так далее. И вот дома также может наблюдаться такая немножко напряженная обстановка, когда вы будете ощущать дискомфорт, и, возможно, вам даже захочется сбежать, и неважно куда глаза глядят. И вообще этот период, он может быть морально сложным для вас, потому что вот очень много обязательств вы возложите на свои плечи. И появится, скажем, такая необходимость, чтобы все свои ресурсы, время, энергию, деньги вам необходимо будет вкладывать именно вот в сферы дома, да, и как-то помогать своей семье, потому что от этого в том числе будет зависеть и ваша самооценка. И вот с одной стороны, вы сами как бы намеренно берете на себя больше вот этих обязательств, а с другой стороны, вас это все будет сильно тяготить. Вообще 4-й дом — это вот про ощущение внутреннего счастья, да, про какие-то в том числе жизненные смыслы, вашу внутреннюю опору. И в этот период вам все-таки необходимо поработать и над собой, над своим состоянием, обрести вот этот четкий внутренний стержень, научиться быть непоколебимыми. В этот период времени вы можете даже стремиться к какому-то умиротворению, либо желанию покопаться в себе. И по сути даже, чем старше становится человек, тем больше ему хочется покоя, да? И запомните, что все-таки именно от вашего состояния будут зависеть ваши ресурсы. И если кого-то из вас очень сильно волнует тема заработка, особенно обратите на это внимание. То есть для увеличения своего материального заработка вам все-таки надо прийти к тому, чтобы стать счастливым, спокойным, уверенным в себе, обрести вот эту почву под ногами, реорганизовать свою жизнь и правильно выстроить личные границы, чтобы все у вас работало как часы. И только вот тогда успех не заставит себя ждать. Если же вы
каким-то образом испытываете внутреннее беспокойство, ощущение того, что вы находитесь не на своем месте, то опять же сначала прорабатываем себя, а потом формируем новые цели и список желаний. И вот, кстати, чем больше у вас будет желаний, особенно по материальному достатку, тем больше может быть ваш доход. Но опять же проработайте свою самооценку и поймите, что вот вы этого достойны, и вам это действительно надо. Поэтому в вашей жизни могут даже присутствовать такие моменты, когда захочется уйти внутрь себя, поработать над собой, сделать вынужденную паузу. И кто-то из вас даже намеренно может засесть в 4 стенах, например, не выходить из дома. Кого-то это обяжут сделать обстоятельства. Но у каждого, конечно же, из стрельцов будет свой вариант, потому что кто-то может, например, уволиться и начать переосмысливать свою жизнь, свой путь развития. Кто-то может перейти на удаленку. Кто-то может засесть дома, чтобы помогать, например, своей матери по хозяйству или как-то ухаживать за ней, если она заболеет. Хотя в целом также этот период склоняет, что вы можете помогать ей решать какие-то важные насущные проблемы. И в целом в жизни вашего отца тоже могут быть какие-то серьезные перемены, но мы это рассмотрим с вами далее в видео. Но важно отметить, что в том числе на ваш доход может каким-то образом влиять ваша семья. То есть ваша семья — это по сути как ваше богатство в этот период времени, да? И кто-то из вас может, например, вступить в руководящую должность и продолжать семейный бизнес, семейное дело. Либо ваша семья каким-то образом поможет вам трудоустроиться на работу, либо каким-то иным образом зарабатывать и обретать материальные ресурсы. Также 4-й дом у нас символизирует сферу недвижимости и место вашего жительства. Поэтому вполне возможно, что кто-то из вас может сменить место своего проживания. То есть, например, жил в одной квартире, а потом переехал в другую квартиру. Либо кто-то из вас может приобрести, например, недвижимость, начать делать ремонт, обустраивать свое пространство. Но мы с вами помним, что Сатурн — это у нас все-таки планета терпения, дисциплины, порядка, да? Поэтому все-таки вам в любом случае придется навести порядок в доме, даже если вы никуда не будете переезжать, расставить все по своим местам, все должно быть чисто, убрано, можно починить что-то, если сломалось, и это необходимо. Кто-то из вас захочет приобрести, например, участок, заняться строительством дома, построить баню, создать пространство, где опять же можно собирать гостей и устраивать какие-то праздники. Кто-то может приобрести автомобиль, либо иные предметы роскоши, либо вы можете заниматься этим вполне с целью заработать. Но будьте морально готовы, что процессы по оформлению сделок могут двигаться не так быстро, как вы рассчитываете. И тут вам тоже надо запастись терпением и максимально качественно перепроверять каждый, например, элемент сделки или каждый этап этого строительства, если вы будете этим заниматься. Также Сатурн аспектирует 6-й дом гороскопа, который отвечает у нас за долги, враги, болезни, рутину в нашей повседневной жизни. Поэтому вам все-таки необходимо пересмотреть все свои ежедневные дела в быту, дела на работе, привести их в порядок, организовать график этой работы, да? И, конечно же, постарайтесь в этот период в целом к решению любых задач подходить более рационально, с холодной головой. Не поддавайтесь стрессу, переживаниям. Возможно, да, вам придется с кем-то повоевать, где-то защищать себя в каких-то вопросах, защищать свою правду, отстаивать личные границы, отстаивать свои права. Могут возникать вопросы по оформлению каких-то документов в каких-то государственных органах, структурах, и придется вам пройти например, 7 кругов ада этих бюрократических инстанций. Но учитесь все-таки доводить начатое до конца. И методично, красиво, по-сатурнянски идти к своей цели. А в рабочих вопросах тоже могут возникать какие-то сложные, неразрешимые ситуации, но Сатурн у нас все-таки про терпение,
тяжелый рутинный труд, когда вы в какой-то степени, даже не поднимая головы, окунаетесь вглубь какого-то вопроса и просто начинаете копать для того, чтобы разрешить этот вопрос, прям вникая в каждую деталь до мелочей. Тут не надо торопиться, потому что, опять же, девиз Сатурна у нас это 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Но, опять же, предупредите своих близких, что в этот период времени ваш трудоголизм может просто максимально зашкаливать. И видеть они вас будут только по праздникам. То есть вы, по сути, как та ломовая лошадь, все взвалили на свои плечи, потому что, конечно же, кроме вас никто ничего не порешает и не сделает, и только вы единственные знаете, как это сделать лучше. И вот как результат усталость, выгорание, какие-то болячки, которые могут вполне перейти даже в хроническую стадию, придут к вам в жизни. Поэтому, чтобы такого исхода все-таки не допускать, важно соблюдать вот тот самый режим дня и график, который вы себе составите, и своевременно проходить обследование и обращаться за помощью врачей, если будет такая необходимость, чтобы не было поздно. Также Сатурн аспектирует 10-й дом гороскопа. Значит, будут подниматься вопросы вашей профессиональной деятельности, вашего статуса, вашей репутации. Это опять же указание на то, что вы можете пребывать в какой-то режиме многозадачности. Вам будет казаться, что вот эти дела, они никогда не закончатся. И, возможно, кто-то из вас даже вступит в новую должность. И вот на этом поле вам придется, скажем так, разгребать все, что было сделано до вас, и выстраивать какую-то прям новую систему. Вы также можете погружаться абсолютно вот в разного рода вопросы и взваливать на себя все больше и больше обязательств, которые могут вас раздражать, в том числе, да, и в какой-то степени вы даже можете начать работать круглосуточно, то есть уйдете в свою работу с головой. Но помните, что все-таки качество работы не зависит от количества проведенных за ней часов, хотя вы все равно вот уйдете в свою работу с головой, чтобы себя как-то лучше зарекомендовать, улучшить свой статус, улучшить свой профессионализм, ну и как-то расширить свое влияние. Кто-то в этот период может начать более профессионально развивать свои хобби, свои увлечения, либо свои проекты, если они у вас есть. И вот эти ваши занятия, они на самом деле действительно могут нести даже пользу другим людям. Кто-то может показывать и развивать другим людям вот какие-то ценности, традиции, культуры своей страны, если вдруг вы иностранец или проживаете за границей. Кто-то может продолжать семейный бизнес, как мы говорили. И еще одна тема, которая может подниматься в этот период, это, конечно же, получение нового статуса. И статус этот может носить не только профессиональный характер, да, и серии там поменять должность, поменять место работы, но и это также про наш социальный статус. Там ВНЖ, гражданство, родительство, брак, развод, заключение какого-то бизнес-партнерства, регистрация там, сделки, регистрация себя в каких-то структурах и так далее. Но в этих вопросах вам тоже придется запастись терпением, потому что все-таки Сатурн, он затягивает все процессы, и вот это оформление не будет происходить так легко, по щучьему велению, очень быстро, да, то есть, как мы с вами и говорили, все-таки придется либо ждать, либо воевать, проявляя настойчивость. И также Сатурн аспектирует первый дом гороскопа и тем самым подтверждает, что важно все-таки обратить внимание на свое здоровье и на свой внутренний мир, то есть на свое состояние. При необходимости надо пройти обследование, либо обратиться, например, в том числе к помогающим практикам, за помощью. Могут подниматься вот разного рода вопросы личного счастья, вашего эмоционального самочувствия. Но опять же, это лишь потому, что вы сами будете загонять себя в какие-то вот такие жесткие рамки, в какие-то дедлайны. Поэтому, как я уже вот много раз говорила в этом видео, вам все-таки надо выработать конкретный и, самое главное, комфортный для вас распорядок дня,
четкий план действий, которого вы будете придерживаться для того, чтобы все-таки успешно справляться с той суетой и с той многозадачностью, которая будет вас окружать. И в какой-то степени этот период позволит вам в том числе изменить свое мировоззрение, свои взгляды на жизнь, свой подход к решению тех либо иных задач. И по сути, будет стараться делать из вас такую мудрую и зрелую личность. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. А сейчас поговорим про планету Юпитер. Планету, символизирующую рост, удачу, расширение, благополучие. И до 14 мая 2025 года Юпитер находится в 6-м доме вашего гороскопа. А по такому Юпитеру тоже можно сказать, что все, что связано с рутиной, долгом, обязательствами, бытовыми вопросами, вы успешно взваливаете на свои плечи. Причем как в профессиональной, так и в повседневной бытовой жизни. Но когда вот с апреля у нас подключится Сатурн, вот эта ноша, она станет уже непосильной. И хочешь, не хочешь, но придется браться за ум и наводить порядок вот в этой суматохе, все реорганизовывать все процессы. То есть пока для вас еще терпимо, и это не особо напрягает. И вы даже в какой-то степени можете получать от этого удовольствие. Но в этот период все-таки могут в том числе активизироваться и ваши враги, какие-то недоброжелатели. Кто-то может плести интриги против вас, кто-то может за вами следить, либо каким-то образом шантажировать, либо иными способами могут вам мешать осуществлять задуманное. С кем-то вы даже намеренно вступите в борьбу. Но до апреля, пока вот Сатурн не подключился, вы, скажем так, к этой борьбе, противостоянию подходите красиво, с какой-то вот мудростью, наставнической добротой по Юпитеру, да, то есть происходит такое, грубо говоря, вась-вась, и вы не в состоянии жестко отстаивать свои интересы, свои границы. А вот когда подключится уже Сатурн, тогда, скажем, вообще никаких компромиссов. То есть, как говорится, не хотели по-хорошему, значит, будем делать по закону, жестко, практично, прямо вот в цели, и шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть, опять же, это может касаться и какого-то взаимодействия с государственными структурами, там, разного рода бюрократических процессов. Кто-то будет взаимодействовать таким образом с чиновниками, кто-то будет оформлять, регистрировать где-то документы. И так как Юпитер все-таки управитель вашего первого дома в 6-м, то вам опять же надо обратить пристальное внимание на свое здоровье. То есть, возможно, придется пройти какое-то обследование, либо вы можете обращаться за медицинской помощью по каким-то вопросам. И также в этот период важно все-таки следить за своим питанием, отказаться от вредных привычек, по возможности вести здоровый образ жизни. А как управитель 4-го дома в 6-м, все-таки такой Юпитер может указывать, что вам придется решать какие-то семейные вопросы, да, может быть, кто-то из ваших близких, например, заболеет, или им потребуется какая-то другая помощь в иных вопросах, юридическое вмешательство и так далее. Либо вы можете представлять вот их интересы в каких-то там инстанциях, структурах, помогать таким образом. Но не исключено, что ваша семья и просто решит воспользоваться вашей безотказностью и возложит на вас вот больше забот, причем каких-то бытовых забот. У кого-то из вас могут возникнуть ситуации по вопросам недвижимости, из серии, там, например, купи-продай, либо будет борьба за право иметь вот эту недвижимость, например, какое-то судебное разбирательство, либо вы будете приобретать недвижимость, либо автомобиль там в долг, в кредит, да, кому-то все-таки придется опять же делать ремонт, чинить сломанные вещи, какую-то технику в доме, либо вы можете нанять какие-то сервисные службы, чтобы они помогали вам решать вот эти вопросы.
И также Юпитер тоже аспектирует 10-й дом гороскопа, поэтому, конечно же, вам будет хотеться улучшить как-то свою репутацию, поработать над ней, иметь больше влияния в профессиональной деятельности, быть, например, наставником, руководителем с большой буквы для других людей, быть для них авторитетом, которому все-таки идут за советом и который лучше других знает, как все-таки надо правильно делать. И вы будете работать над своей экспертностью, над своей репутацией. Вы можете вовлекаться в исполнение каких-то, вот опять же, профессиональных задач на полную, с интересом, желанием разобраться прям до конца, да, и как-то сделать все максимально достойно. Но если, например, вы не работаете, а только вот участвуете в каких-то там конкурсах на вакансии, проходите собеседование, то, конечно же, больше шансов для трудоустройства у вас имеется после того, как все-таки подключится Сатурн с апреля 2025 года. Но, тем не менее, Юпитер, он также аспектирует 2-й дом гороскопа, а это все-таки про нашу кубышку, про деньги, которые можно заработать, можно отложить. И, соответственно, у вас есть возможности, чтобы зарабатывать, иметь какие-то дополнительные доходы. Но, опять же, до апреля мы помним, что все-таки идет у вас такая тенденция, что сколько вложился, столько и заработал. То есть ни больше, ни меньше. А вот потом, можно даже сказать так, что жизнь в финансовом плане начнет немножко разворачиваться в благоприятную сторону, разворачиваться к вам лицом, и ваши доходы возрастут. Затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и потом с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в вашем 7-м доме гороскопа. 7-й дом гороскопа – это тема отношений, это новые связи, новые контакты. Причем неважно, какого рода эти контакты, деловые либо личные, вас все равно мысленной душой будет тянуть расширять круг своих знакомств, устанавливать новые партнерства, взаимодействовать каким-то образом с другими людьми. И общение в этот период действительно станет однозначно больше. Причем общение может быть с интеллигентными, высокопоставленными, зрелыми, образованными людьми. Если вы работаете в бизнесе или в сфере продаж, то во время заключения сделок вы тоже можете проявить себя не только как эффективный лидер, да, и организатор всего этого процесса, но и вы также можете объединять людей в какие-то небольшие группы скажем так, в коммерческих целях, то есть налаживать коммуникацию, взаимовыгодное сотрудничество, взаимопонимание между людьми. Вы можете создавать какие-то торговые точки и так далее. И также вы сами можете организовать бизнес, либо просто, скажем так, для души заниматься куплей-продажей недвижимости, сдавать недвижимость в аренду, если у вас такая имеется, каким-то образом торговать, например, торговать автомобилями, имуществом для дома, для бытовой жизни и так далее. И в этот период вы действительно способны выстраивать очень сильные социальные связи, заключать партнерские сделки, выступать на каких-то мероприятиях, выступать на публике, получать комплименты в свой адрес. И у кого-то из вас это даже проиграется как создание своей новой команды, либо вы можете войти в какой-то большой коллектив, да, и если вы, например, проявляетесь как эксперт, ведете консультационную практику, например, скажем, психологическую, астрологическую, либо вы консультируете людей по иным вопросам, то это опять же прекрасное время для того, чтобы ваших клиентов стало гораздо больше, и ваша аудитория в этот период выросла. И вообще вы будете действительно получать большое удовольствие от работы именно тет-а-тет с людьми, да, то есть вам надо вникать в суть и вопросы каждого отдельно взятого человека. Но и также такое положение благоволит тому, чтобы вы все-таки развивались как эксперт, шли в масштаб, демонстрировали свои профессиональные навыки, развивали свой личный бренд, занимались своим позиционированием. То есть на самом деле в этот период не надо скрывать свои таланты и не надо как-то прятать свои знания в дальний шкаф.
да, не надо чего-то стесняться, что вдруг это будет как-то неуместно. Наоборот, вот сейчас как раз-таки надо просто всем взять и показать, кто вы есть на самом деле. И это отличный шанс, чтобы проявить себя, в том числе и в социальных сетях, либо на каких-то иных медиаплощадках. И вы сами можете, например, принимать участие, либо организовывать какие-то мастер-классы, семинары, тренинги, нетворкинги, где обретете новых друзей и единомышленников. Опять же, в этот период вы можете больше внимания уделять и своим хобби, и своим увлечениям, да, и, возможно, даже кто-то из вас сделает из этого бизнес. Вы можете проходить какие-то образовательные курсы, курсы повышения квалификации, либо вы можете самообразовываться, чтобы лучше вникнуть в какую-то определенную тему и приобрести, скажем так, необходимые навыки, которые в дальнейшем тоже можно монетизировать. И в этот период, возможно, у вас появится много почитателей, много последователей, которым также интересен ваш опыт, ваши знания, ваши мысли, ваши рассуждения. И, возможно, это будут люди, которые захотят в том числе у вас поучиться, с вами как-то посотрудничать или просто будут сидеть и молча восхищаться вашим профессионализмом. И у вас есть вот хорошие шансы, чтобы действительно внести свой уникальный стиль и свой опыт в какие-то социальные группы, передавать другим людям свои знания, делиться своим опытом. И в этот период на самом деле очень хорошо подумать над своим имиджем, стилем, вот какие смыслы, какие идеи вы транслируете вовне. Кто-то может поработать и над своей внешностью, поработать с имиджмейкером, изменить прическу, создать себе какой-то прям неповторимый образ. Может, ваша новая должность или статус будут вас обязывать вот соответствовать каким-то определенным правилам. А в этот период возможны в том числе поездки, командировки, как в соседние города, так и в другие страны. Ваша личная жизнь в этот период тоже может процветать. И вот, кстати, не исключено, что в личной жизни или в профессиональной жизни вам придется встретиться с людьми даже из вашего прошлого. Либо это могут быть люди из детства, например, либо это могут быть друзья семьи, которые в том числе могут помочь вам по каким-то рабочим вопросам, либо вы с этими людьми, как вариант, можете вступить в какие-то серьезные любовные отношения. И также Юпитер указывает, что в жизни ваших братьев и сестер тоже могут происходить какие-то важные события. Например, у кого-то родится там ребенок, кто-то где-то выйдет замуж, кто-то получит новую классную должность, либо кто-то там окончит университет, откроет бизнес и так далее. То есть какие-то важные события. И давайте еще обсудим период, когда Юпитер ненадолго перейдет у нас в знак зодиака Рак. Это произойдет с 18 октября по 5 декабря 2025 года. И Юпитер будет находиться в 8-м доме вашего гороскопа. Вот это тот период, который может принести кризисы в вашу семью. И вот все негативное, что в целом мы перечисляли при анализе Сатурна, может действительно воплотиться сполна. То есть отношения в семье, атмосфера в доме, какие-то напряженные, непредвиденные ситуации, все это имеет место быть. И это может быть вследствие какой-то неожиданной ситуации. Ваше состояние тоже может быть в этот период подавлено. В этот период для жизнедеятельности вашего отца тоже имеется большая угроза. Состояние вашей матери также может быть нестабильным, болезненным, каким-то кризисным, и вот ей в том числе понадобится ваша помощь. В этот период все-таки важно держать руку на пульсе и быть морально готовыми к любым экстренным ситуациям. Но эти транзиты могут на самом деле пройтись не только по родителям, а и по вам самим. И именно вы можете попасть в какую-то кризисную ситуацию, например, когда у вас произойдет обострение по здоровью, либо это могут быть какие-то проверки там, государственных структур и так далее. То есть ситуации, к которым вы морально не готовы и которые вот как снежный ком просто могут упасть вам на голову и, скажем так, повергнуть вас в шок, повергнуть в какой-то стресс, таких ситуаций может быть много. И, возможно, даже ваша помощь понадобится каким-то другим людям. Либо вот кто-то из вас
может в этот период времени узнать какую-то семейную тайну, либо вы что-то можете скрывать намеренно от своей семьи. И это, по сути, будет таким первым этапом, когда вам придется немножко уйти вглубь себя, подумать над смыслом своей жизни, может быть, подумать вообще о том, что эта жизнь скоротечна, и вы ее как-то неправильно проживаете, да, подумайте над том, как вам ее надо все-таки реорганизовать, как вы ее хотите проживать, найти какие-то новые смыслы, найти новые ценности. И вот как результат, кто-то из вас окунется более глубоко в тему психологии, кто-то займется духовными практиками, кто-то погрузится более активно в эзотерическую тему, чтобы найти ответы на свои вопросы. И вообще не обязательно изучать это даже самостоятельно. Достаточно просто даже обратиться за консультацией к помогающим практикам. И также 8-й дом — это сфера чужих денег. Ну, вообще, я надеюсь, что ничего кризисного в этот период в вашей жизни не произойдет. И это на самом деле проиграется, например, как рост продаж, увеличение инвестиций, например, в ваше дело, либо вы будете инвестировать куда-то. Может быть, кто-то из вас там подпишет договор с инвестором в это время, там, может, с новым работодателем, не знаю. Но с другой стороны, я вот все-таки не могу исключать какие-то такие более кризисные моменты получения денег, как, например, наследство, страховые, социальные выплаты в этот период, да. Но, как вариант, из положительного еще может, например, кто-то возьмет кредит для приобретения недвижимости, либо вы просто можете взять, например, кредит в банке на развитие своего хобби, и вот таким образом у вас появляются чужие деньги. В этот период также возможны поездки, временная смена места жительства, но опять же, у каждого будет свой вариант, да, и кто-то поедет встречаться с инвестором, кто-то поедет помогать родителям, кто-то поедет в путешествие и, например, съест что-то не очень хорошее и там будет отравление какое-то. То есть поехать можно куда угодно и абсолютно с разной целью, и в целом обещания, озвученные выше в этом ролике, никто не отменяет. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте поговорим с вами о положении Раху и Кету. Это наши такие кармические точки, которые оказывают сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И до 29 мая 2025 года Раху находится в 4-м доме вашего гороскопа, а Кету находится в 10-м доме гороскопа. Я всегда начинаю разбор с обсуждения Кету, потому что это как раз-таки та сфера, в которой вам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие своей кармической задачи по Раху. В первую очередь перед вами на самом деле стоит задача, чтобы разобраться, опять же, со своей профессиональной деятельностью и вот в тех обязательствах, которые вы вообще готовы исполнять, какую роль в профессиональном плане вы готовы занимать. У кого-то из вас, например, рабочие обязательства уже могли поменяться, у кого-то они еще поменяются вот в первом полугодии 2025 года. То есть, например, вы работали в одной должности, потом вас перевели на другую должность, либо вы работали в одном офисе, а потом вы перешли на удаленку и стали обустраивать рабочее место у себя дома. Либо кто-то из вас может уволиться и вообще перейти в свободный график работы, чтобы развивать каким-то образом свой проект, либо по иным причинам вы не можете посещать офис, ходить на работу, и вот вам все-таки надо, получается, навести порядок, разложить все по полочкам, как вообще в своей жизни вы
планируете реализовываться именно в профессиональной среде. Ну, возможно, кто-то реорганизует свои подходы к работе, да, потому что вот обязательства у вас поменяются. Либо вы, например, выработаете какие-то новые форматы, новые правила в рабочих процессах, которые позволят вам меньше уделять там своего внимания на всякие пустяки. Вот. Ну, кто-то вообще подумает, какую должность надо занимать. И, конечно, 10-й дом — это также сфера социального статуса, и вам тоже придется решать вопросы, как мы говорили, по оформлению каких-то документов, там, например, либо для легализации где-то в какой-то стране, либо по трудоустройству на работу и так далее. А вот новый опыт, в который вы должны как бы окунуться с головой, это сфера место вашего жительства, да, движимого, недвижимого имущества. Ну и в целом вот отношений в доме, про которые мы тоже уже говорили. И, как мы говорили, кто-то из вас может даже засесть у себя дома в 4 стенах и организовать свое рабочее пространство. Кто-то, возможно, купит или арендует новый офис для осуществления своей деятельности. Кому-то все-таки придется решать вопросы касательно вашего места проживания, если вы, например, находитесь за границей. Кто-то может покупать новую мебель, высаживать сад, огород, обустраивать вот, свой дом, что-то чинить, если сломалось. Кто-то заинтересуется покупкой недвижимости, либо автомобиля, но факт покупки, скорее всего, вот состоится именно после апреля 2025 года, когда все-таки подключится Сатурн. А сейчас вы можете присматриваться, выбирать, там, что-то думать, подбивать бюджет и так далее. В первом полугодии вы также можете больше времени уделять своей семье, родным, близким. Причем на самом деле вы сами будете лезть им в глаза и проявлять вот эту инициативу. Но опять же, подключится Сатурн, и это станет даже какой-то необходимостью. И вот придется реорганизовываться, чтобы успеваться со всем справляться. Это хорошее время для того, чтобы опять же поисследовать свой внутренний мир, попробовать грани дозволенного, как-то поэкспериментировать. То есть вам надо понять, а что же вам доставляет истинное удовольствие в этой жизни, с чем вы готовы мириться, с чем нет. Но кто-то на самом деле захочет проводить больше времени со своей семьей, создавать вот уют дома. Кому-то будет более комфортно побыть наедине с собой. Например, там, типа, всех выгнать из дома и за чашечкой чая возле камина посидеть, подумать о своей жизни. То есть ловите момент, пока периоды на самом деле у вас не сменились. И также вам необходимо все-таки поработать со своими эмоциями. И, как мы и говорили, начать изучать психологию, астрологию, какие-то схожие направления, либо, возможно, заниматься самокопанием и искать вот ответы на терзающие вас вопросы, если они у вас есть и не проработаны. А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху будет находиться в 3-м доме вашего гороскопа, Кету в 9-м доме гороскопа. В этот период могут однозначно подниматься вопросы касательно вашего отца. И у кого-то это может проиграться просто, что вот отношения с отцом как-то охладеют, вы станете меньше общаться. У кого-то может проиграться и так, что отец серьезно заболеет. Или, например, вы, если там со своим отцом работали где-то вместе, в этот период ваш отец может отойти от дел, и вот все обязанности лягут как бы на ваши плечи. И вообще самые неблагоприятные месяцы для отца будут, когда Солнце, собственно, зайдет в знаки Тельца, Рака или Скорпиона. Но эти даты мы с вами будем обсуждать в ежемесячных обзорах на этом канале. И вот когда мы с вами, по сути, обсуждали период Юпитера в Раке, там как раз-таки параллельно будет находиться и Солнце в Скорпионе. И вот этот период, октябрь-ноябрь 2025 года, наиболее опасный для вашего отца. Поэтому обязательно держите руку на пульсе, ну и предупредите всех, да, чтобы бдили. Также у вас могут подниматься какие-то вопросы с властью, с государством, с какими-то влиятельными, авторитетными людьми, когда они обещали вам по факту одно, а
ну, точнее, обещали одно, а по факту это будет что-то другое. Может быть, издадут какие-то новые законы касательно вашего вида деятельности, либо против вас может быть выписано какое-то ошибочное там постановление, штраф, либо вы можете заниматься регистрацией чего-то, оформлением бумаг, например, на каком-то там законодательном уровне. Ну, уже смотрите по своей ситуации. Девятый дом — это также дом наших учителей, наставников, руководителей, и могут у кого-то из вас возникать вот проблемы в общении с этими людьми, и, возможно, кого-то из них вам все-таки придется вычеркнуть из своей жизни. Ну и также Кету подчеркивает, что в вашей жизни могут происходить какие-то поездки, причем это могут быть вполне зарубежные поездки. У кого-то это будут по рабочим вопросам, кто-то поедет за рубеж, например, с образовательной целью, ну либо в другой город, там, на конференцию, на мероприятие. А по Раху в третьем доме мы можем сказать так, что это сфера коммуникаций. И действительно, Раху обещает вам много общения. Однозначно вам придется учиться выстраивать свои отношения с другими людьми. Там и Юпитер у вас на самом деле параллельно подключится, который тоже вам обещает много коммуникаций, много клиентов, да, во втором полугодии 2025 года. И вполне возможно, что вот ваше общение будет происходить и в том числе с иностранными клиентами, партнерами. Вы можете заключать с ними какие-то сделки, договора. Если же вы будете организовывать какие-то мероприятия, тренинги, нетворкинги, там, клубы единомышленников, вы можете использовать даже какие-то ноу-хау технологии, инновации, там, искусственный интеллект в помощь, какие-то новые платформы, методы и так далее. И опять же, вот с помощью этих инструментов вы можете даже продвигаться в социальных сетях, на каких-то вот других медиаплощадках. Вы можете активно использовать их в своей работе, там, например, с их помощью писать тексты, готовить презентации и так далее. И, возможно, кто-то из вас даже захочет создать свой продукт, например, записать какой-то свой курс, не знаю, тренинг, либо это может быть, скажем так, продвижение вашего хобби в массы. Из серии там вы написали книгу, записали какую-то песню, что-то смастерили руками и начали продавать. И вот эта деятельность действительно может приносить вам тоже дополнительный доход. Также этот период подтверждает активную работу с договорами, контрактами. Ну, возможно, потому что вы кому-то что-то продаете. Например, пригоняете автомобили из-за рубежа и вот шахер-махер делаете, продаете. Возможно, потому что у вас вот просто вырастет аудитория, которой вы активно оказываете услуги. Ну, естественно, все это надо регистрировать и заключать договора. Неважно, короче, что вы будете делать, но вот продаж, активной коммуникации и переведенной бумаги, скажем так, будет очень-очень много. Также Раху аспектирует седьмой дом гороскопа. Это сфера отношений, брака, бизнес-партнерства. Возможно, даже с кем-то из иностранных клиентов, либо партнеров вы подпишете какое-то соглашение о сотрудничестве, либо вот в вашем окружении, опять же, будет много иностранных клиентов. Не исключено, что кто-то из вас может даже закрутить роман с иностранцем. Если вы уже женаты, то можно сказать, что вам даже захочется каких-то новых приключений, новых эмоций в личной жизни, и вы будете своего супруга подписывать на какие-то авантюры. И, конечно, аспект Раху все-таки на 11-й дом гороскопа, он прилично раздувает вот, ваши желания, ваши амбиции, цели, да, то есть вам хочется иметь, например, больше денег, иметь несколько источников дохода, иметь больше влияния в бизнесе, развивать свой бизнес, как-то масштабировать, выходить в массы, создавать вот какие-то, ну, прям даже глобальные проекты. И вот по всем вот этим фронтам вы будете, скажем так, прощупывать почву, что-то тестировать, и вообще у вас на самом деле есть хороший потенциал, чтобы хорошо зарабатывать, начать хорошо зарабатывать со второй половины 2025 года. То есть вот этот потенциал взрастет, и я думаю, ваши заработки тоже. И также можно сказать, что в жизни ваших братьев и сестер тоже могут происходить какие-то вот значимые события, как мы уже и говорили, да. Кто-то женится, кто-то разведется, у кого-то родится там ребенок, кто-то откроет свой бизнес и так далее. И эти события однозначно не пройдут, скажем так, мимо вас и могут потребовать и вашей помощи, и вашего внимания.
Но давайте пойдем дальше и переходим к рассмотрению ретроградности планет. То есть это такие определенные периоды, когда немножко планета как бы затормаживается, пятится назад и тем самым возвращает нас в какие-то старые события, в исправление ошибок по каким-то старым вопросам, незакрытым вопросам, да, то есть ретроградные планеты заставляют нас навести немножко порядок вот по теме своих функций. И на слайде вы видите периоды ретроградности, в первую очередь Сатурна и Юпитера. В эти даты они будут тормозить те процессы и те события, которые мы с вами уже обсудили в этом видео, да. И, соответственно, но между ними есть небольшая разница. То есть ретроградный Сатурн, он заставляет нас переоценить свои подходы, стратегии, обязательства, структуру. Он заставляет нас посмотреть своим страхом в лицо, да, исправить то, что там, например, давно боялись сделать, сделать шаг туда, куда боялись сделать, потому что именно там ждет рост, преодолев вот эти трудности. Конечно же, он учит нас терпению, выносливости. Но самая главная задача — это научиться правильно оценивать свой ресурс, свой путь, время достижения вот поставленных результатов. А ретроградный Юпитер, тут немножко энергия, я бы даже, может, и сказала, попроще, потому что он заставляет пересмотреть и свои цели, и убеждения, и какие-то принципы, ценности, то есть куда ты идешь в глобальном плане, зачем тебе вот это надо, да, что стоит за твоими смыслами, чем ты руководствуешься. Также вы видите на слайде период ретроградности Марса, его как раз-таки мы сейчас и проживаем. И Марс — это планета активности, достижений целей, конкурентной борьбы и так далее. То есть Марс у нас про действие. И сейчас как раз-таки он заставляет нас переоценить тактику своих действий, зачем мы что-то делаем, зачем мы делаем это именно таким способом, да, и вот если все-таки достигать целей пока не получается, вот это как раз-таки тот самый момент, чтобы переосмыслить именно тактику. Еще раз обращаю внимание на слово тактика, тактика своих действий, да, как мы будем достигать целей. Также вы видите период ретроградности Венеры. Венера — это планета любви, красоты, творчества, материального благополучия. И, соответственно, она нас заставляет подумать, а какие же ценности нам важны в наших отношениях, какими должны быть наши идеальные отношения. То есть это время хорошо подходит для исправления каких-то ошибок во взаимодействии с другими людьми. И это тот самый популярный период, когда появляются в нашей жизни все бывшие. И у кого-то из вас действительно даже могут вспыхнуть старые чувства. Но вопрос, а действительно ли они вам нужны, эти отношения? Либо все-таки надо окончательно поставить точку над «и». И этот период не самый удачный для начала каких-то новых отношений, потому что они закончатся так же быстро, как и начались. То есть вы откатитесь в начальную точку. А вот чтобы подумать над собой, вот помечтать о своих вот действительно нужных, важных, идеальных отношениях, наладить существующие отношения каким-то образом, проработать, это идеальное время. И также вы на слайде видите периоды ретроградного Меркурия. Это наш самый известный герой ретроградности. Ретроградным он бывает, как правило, 3 раза в год. И Меркурий у нас отвечает за коммуникацию, алгоритмы, информацию, технологии, договоренности. Ну и, соответственно, когда он ретроградный, мы с вами знаем, что все идет в тартарары, да, то есть все летит к чертям, и, естественно, все договоренности нарушаются, все друг друга неправильно слышат, неправильно излагают свои мысли, письма теряются, техника ломается, все что-то не то и не так, да, и поэтому в этот период, конечно же, рекомендуется перепроверять все свои договоренности, смотреть документы по 10 раз, их перечитывать, смотреть, что вы подписываете, устраиваться на работу, о чем-то договариваться, куда-то летать, подписываться на какие-то новые проекты не рекомендуется, потому что все откатится обратно, и все ваши планы просто кардинальным образом поменяются. И, конечно же, эту информацию мы более детально с вами будем рассматривать в видео с астропрогнозами на месяц. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не потерять эту полезную и интересную астрологическую информацию. Далее. Мы с вами переходим к теме затмений.
Я думаю, что вы тоже на просторах интернета не раз уже слышали, как все астрологи страшат этими коридорами затмений, но на самом деле бояться их не стоит. Сейчас расскажу почему. В 2025 году у нас с вами будет два коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. Да, своего рода это, конечно же, проверка и экзамен. А в том ли направлении вы идете, тот ли путь героя исполняете, который я, собственно, рассказывала уже в этом видео, в разделах про Юпитер, Сатурн, Раху, Кету. Если вы забыли, что я рассказывала, пересмотрите, пожалуйста, еще раз. Ну и, соответственно, коридоры затмений как бы устраивают проверку и какими-то внешними обстоятельствами направляют вас в реализацию вот этих событий. Получается, что в 2025 году два коридора затмений. Весной коридор открывает у нас лунное затмение 14 марта, а закрывает его солнечное затмение 29 марта, а осенний коридор затмений происходит с 7 сентября по 21 сентября соответственно. Так вот, обязательно пометьте себе эти даты. На самом деле, то, что страшат другие астрологи, они страшат очень жестко, но вы на это не поддавайтесь, но на всякий случай себе их пометьте и возьмите диапазон 3 дня до, 3 дня после, для того, чтобы реально ничего важного не планировать из серии там покупок чего-то дорогостоящего, какой-то техники, автомобилей, недвижимости. Все может обернуться против вас, поверьте. Лучше сидеть тише воды, ниже травы, вот в этот диапазон 2 недель. Да? И если вдруг будут происходить какие-то эмоциональные ситуации, и вот внешние обстоятельства будут давать определенные провокации в вашу жизнь, не поддавайтесь. Вот просто игнорируйте. С холодным лицом, ну да, коридор затмений как бы дал свои результаты, но мы эти вопросы решим чуть-чуть позже. Пока не реагируем. Идеальная стратегия. Далее мы переходим с вами к разбору ключевых сфер жизни, то есть это личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы с вами сейчас посмотрим, в какие даты все-таки для вас есть тенденции взлета и благополучия, а в какие даты надо быть более аккуратными и осторожными. Но обращаю ваше внимание, что это все-таки общие тенденции, поэтому у кого-то ваш личный гороскоп от них защитит и нивелирует эти обещания, а кому-то наоборот подтвердит, что да, вот это вот все, особенно в эти периоды, произойдет. Будьте аккуратны. Итак, личная жизнь, вы видите два блока. Один из них это, соответственно, процветание. И так понятно, что это самые благоприятные периоды, когда вот в отношениях прям все гладко, отношения процветают, можно получить радость, наслаждение, удовлетворение. Партнер может как-то вас обрадовать в этот период времени. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, конечно же, вы можете вот познакомиться со своей второй половинкой в этот период времени, либо кто-то решит узаконить свой союз. Да, и наиболее благоприятно это делать тоже в эти даты. Ну и, конечно, это отличные периоды для романтики, наслаждения, либо иные важные события по теме личной жизни могут происходить в этот период. А во втором блоке вы видите даты, когда может произойти какая-то разлука с партнером. Например, когда вы отправляетесь в поездку, в командировку, либо по иным причинам как-то вынужденно расстаетесь со своим партнером, либо в жизни супруги может произойти какая-то кризисная ситуация, неприятность, стресс и так далее. И вот в этот период все-таки важно проявить заботу, поддержать своего близкого человека, если вы хотите сохранить с ним эти отношения, и не поддавайтесь на какие-то конфликты, провокации внешних обстоятельств. Далее мы с вами переходим к теме здоровья. То есть вы тоже видите периоды, когда необходимо пройти обследование, проверить свой организм. В этот период может наблюдаться какая-то апатия, снижение энергии, активности в повседневной жизни. Хочется побыть наедине с собой, спрятаться ото всех, да, и как-то больше посвятить времени себе и своему самочувствию. Далее, лечение, то есть это наиболее вероятные даты, когда у кого-то из вас могут обостриться какие-то заболевания, понадобится, например, медикаментозное лечение, обращение к врачам может быть, кто-то сам решит пропить курс витаминов и так далее. И также вы видите более сложные периоды, это когда, возможно, какая-то стрессовая ситуация
непредвиденная ситуация, которая повергнет вас в шок. Это может быть абсолютно что угодно, то есть от эмоциональных переживаний по отношению к чему-то до травматизации непосредственно вашего тела, да. И в этот период тоже стоит быть особенно аккуратными. Далее. Тема карьеры и статуса. Но я напоминаю, что здесь речь у нас идет не только о профессиональной деятельности, но и в том числе о вашем социальном статусе. Да, это может быть что угодно. И оформление важных документов, получение вида на жительство, родительство, гражданства, там, брака, развода, каких-то достижений, которые вот меняют ваш статус в обществе. И, соответственно, вы видите благоприятное время для роста и процветания и в карьере, и в социальном статусе. То есть можно в этот период устраиваться на какую-то новую работу, выходить там в первый рабочий день как вариант, чтобы все успешно сложилось. Можно просить повышения, можно регистрировать бизнес, запускать свой бизнес, либо запускать какие-то проекты, оформлять важные документы и так далее. И второй раздел — это более напряженные периоды, когда все-таки внешние обстоятельства, либо люди вокруг вас могут каким-то образом пытаться испортить ваш статус, добиться какого-то результата, то есть могут происходить разного рода какие-то задержки, конфликты на работе, либо в каких-то других структурах, вот война с бюрократией, там увольнения, проверки, разводы, проблемы в оформлении документов, либо какие-то вот иные кризисные ситуации. Далее мы с вами переходим к еще одному важному слайду. Это, конечно же, тема финансов, потому что деньги в нашем гороскопе напрямую не зависят от занимаемой должности. И, соответственно, на слайде вы видите даты, которые указывают на период и финансового роста, и процветания. Это те моменты, когда у кого-то из вас может появиться либо дополнительный доход. Это могут быть абсолютно разные источники. Кто-то, например, что-то продаст ценное, кто-то увеличит выручку в своем бизнесе, кто-то создаст какой-то проект и вот заработает в этот момент, кому-то выпишут премию и так далее. То есть это может быть абсолютно любой источник дохода, подработки и все, что связано с деньгами. Да? То есть деньги могут прийти в этот момент. А вот в разделе потери и траты вы видите даты, когда надо быть более внимательным к своим деньгам, к своим ресурсам. И если у вас все-таки заранее запланированы какие-то крупные покупки, вложения куда-то денег, то это абсолютно нормально, значит, так и должно быть. Но если вы ничего покупать в эти даты не планировали, могут возникнуть какие-то спонтанные и, возможно, даже не очень благоприятные траты, когда за что-то надо вынужденно заплатить. Да? Либо в этот период вы можете недополучить свои финансы в том объеме, в котором вы рассчитывали. Друзья, таким у нас с вами получился прогноз для стрельцов на 2025 год. Обязательно приходите ко мне на обучение в школу астрологии Орион, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп, конечно же, никто не разберет. И подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!